Первым делом начинаем готовить бисквит. Берем 6 яиц. «180 грамм сахара». Этот рецепт для формы 22 сантиметра. 100 грамм муки. 50 грамм какао. И также добавляем разрыхлитель 8 грамм. Ну и теперь все перемешиваем на кухонном комбайне Bosch. Готовили форму 22 сантиметра и заливаем тесто. Разогреваем духовку на 180 градусов и выпекаем 30 минут. Пока печется бисквит, готовим нуга-суфле. Берем 45 грамм белка, щепотку соли и взбиваем. Вот взбили, получилась вот такая вот пенка. Теперь добавляем ложку сахара и продолжаем дальше взбивать. Ну все, готово. А тем временем готов бисквит. Вот так он выглядит. Даем бисквиту отдохнуть где-то минут 5. Достаем бисквит. Сначала по краям ножиком или такой вот, как у Оли, штучкой. По краям сначала. Теперь бисквит заматываем в пищевую пленку. Ну и теперь ставим в холодильник минимум на час. Теперь готовим сироп. Берем такую небольшую кастрюльку, добавляем ложку сахара, 2 ложки меда, добавляем 45 грамм воды. И ставим вариться до температуры 100 градусов. Ну вот смотрите, вот сахар растворился. И еще где-то минутку-две и выключать. Поварить и выключать. Теперь берем желатин, добавляем 30 мл холодной воды. Ну и теперь в сироп добавляем тонкой струйкой, медленно добавляем к белкам и взбиваем. А желатин растапливаем в микровейве. Вот такой крем должен быть. Он уже густой такой. Ну теперь добавляем желатин. Далее добавляем арахисовую пасту, перемешанную с орешками. С арахисом. Теперь берем форму 22 сантиметра. Под низ мы положили пищевую пленку и на тарелку ставим. И теперь добавляем туда наше крем-суфле. И ставим в холодильник где-то на 6 часов. Теперь мы готовим карамель. Для этого берем небольшую кастрюльку, насыпаем туда 100 грамм сахара и растапливаем. Ну вот, когда сахар уже начинает плавиться, хорошо мешаем. Мешаем, мешаем, чтобы не пригорел. Вот сахар уже растворился. Теперь нужно нагреть 30 мл молока в микровейве.
на 20 секунд. Ну, вот такая вот карамель уже получается. Нужно хорошо мешать и мешать. Теперь добавляем горячее молоко помаленьку. И мешаем сразу. У нас сначала будет пениться и так пыхтеть тут. Мешать и мешать и мешать нужно. Ну, теперь нам надо бисквит разделить на 3 части. Первый слой бисквита отрезали. Смотрите, какой он воздушный. Классный бисквит получился. Теперь мы готовим шоколадный крем. В чашу добавляем 300 грамм сливочного сыра и 50 грамм сахарной пудры. И начинаем взбивать. Далее добавляем 300 миллилитров сливок жирностью 30%. Вот такой вот крем получается, густой, довольно-таки. Теперь нужно растопить шоколад 200 грамм. Мы растопим в микровейве. Ну, вот такой вот шоколад у нас получился. Но шоколаду надо остыть, чтобы у него температура была примерно 30-32 градуса. Шоколад с температурой уже 32 градуса. Теперь добавляем его в крем. И перемешиваем. Можно включать уже. Утро следующего дня. Доброе утро. Начинаем собирать мы торт. Укладываем первый слой бисквита. И пропитывать будем его молоком. Наносим крем. И размазываем. Теперь карамель перемешиваем с арахисом. Карамель такая густая получилась. Вот смотрите, какой карамель получился густой. Карамель мы нагрели немножко в микровейве, потому что он сильно густой был. Вот он теперь чуть жиже стал, теперь можно его наносить. Наносим теперь на торт. Вот смотрите, как красиво получается. Слой карамели с арахисом. Теперь укладываем следующий бисквит. Также пропитываем молоком. Наносим небольшой слой крема. Теперь с холодильника достаем суфле. И вытаскиваем его. Вытаскиваем форму. И укладываем на торт. Ну вот так вот суфле выглядит, слой.
Ну и теперь кладем наш последний бисквит. Пропитка молоком. Тортик довольно-таки большой получился. Наносим крем. Крем вообще обалденный получился. И вкусный. Смотрите, какой он плотненький такой. Выравниваем края. Сверху уже так более-менее. Края нужно выровнять. Ну вот как-то так. Крем нанесли, теперь Оля будет украшать торт. Ну вот так вот Оля украсила тортик. О, какой красивый. Потом позже покажу вам в разрезе, как он выглядит. Попробуем, конечно.